Друзья, всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня новость, мимо которой мы не можем пройти мимо, потому что вчера вечером, 28 мая в 21:00 по местному времени, горизонт над мысом Канаверал вспыхнул прямо-таки оранжевым, а дома в Кейп-Канаверал и Какоа-Бич ощутимо задрожали. Тысячи людей, вышедших на пляж посмотреть на подготовку к запуску, увидели то, чего никто не ожидал. Ночное небо на несколько секунд превратилось в день. И это был не запуск, а это была самая настоящая авария. Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась прямо на стартовой площадке во время испытаний. Масштабное, я вам хочу сказать, зрелище. Но прежде чем рассказать, что именно произошло, есть один контекст, без которого эта история теряет половину своего веса. За 24 часа до взрыва ровно за сутки НАСА публично объявила о выдаче Blue Origin контракта на 188 миллионов долларов для строительства лунной базы. Джефф Безос получил этот контракт в среду, а в четверг вечером его ракета сгорела на площадке. Итак, что же произошло? Коротко о том, что такое испытание статическое. Это стандартный этап подготовки на самом деле. То есть двигатели запускают при состоянии, когда ракета закреплена, чтобы проверить все системы в связке. То есть не отрываясь от земли. И это не старт, а своего рода такая себе репетиция. И вот в этот раз репетиция обернулась катастрофой. Потому что сразу после включения 7 двигателей BA4 произошел взрыв. И причина на сейчас официально не установлена. Blue Origin сейчас называют это всего лишь аномалией и обещает разобраться в этом во всем. Но в сети ходит версия об утечке, конечно же, чего? Топлива. Но она на сегодня остается всего лишь версией. Нам тут важно с вами понять масштаб разрушений, потому что они не просто потеряли ракету, а взрыв полностью уничтожил ферму и реактор и молниеотводную башню. И теперь главное, что было уничтожено, стартовая площадка, стартовый комплекс LC-36. Единственный комплекс до старта New Запасного нету такого комплекса у них больше. Единственное, что остается радостно этой ночью для сотрудников компании, это то, что никто не пострадал. Ракета, которая взорвалась, должна была отправить на орбиту 48 спутников Amazon Leo. Первую партию из 3200 аппаратов, которые должны были образовать глобальную спутниковую сеть интернета. То есть это был прямой конкурент Starlink Илона Маска. И вот эта вот миссия, которая должна была в скорости начаться, это была одна из 24 законтрактованных миссий. И теперь все это на паузе. Но ставки здесь гораздо выше, чем просто интернет-спутники на самом деле. Потому что New Glenn это, по сути говоря, фундамент лунной программы Безоса. Потому что этой осенью, вот скоро совсем, ракета должна была вывести на орбиту первый лунный посадочный модуль Blue Moon. Потому что НАСА планирует высадку астронавтов на Луну, и произойти это должно в 2028 году. И вот Blue Origin это был один из ключевых подрядчиков. И теперь, после взрыва, НАСА заявила, что оценит влияние этого инцидента на имеющиеся программы, на программу Artemis, на программу Moonbase. Ну, все, конечно, будет делаться по мере поступления информации. Предлагаю немножко вернуться в контекст, вернуться в историю. Вот 2016 год, помните? Там был взрыв Falcon 9 на площадке SpaceX. И тут параллель, она напрашивается сама собой. Правда, с некоторыми такими отличиями. Первое из которых, это оно заключается в том, что после того взрыва площадка SLS-40, она вернулась в строй через целых 15 месяцев. Не через год, как принято говорить, а через 15 месяцев, гораздо дольше все продолжалось в плане ремонта. И это была одна из двух стартовых площадок SpaceX, понимаете? А у Blue Origin Безоса всего одна. И вот она разрушена. А второе отличие, это оно очень принципиальное. Потому что у SpaceX к 2016 году уже была некоторая закалка. Она была подкреплена некоторой историей успехов.
А у ракеты New Glenn к этому моменту есть всего лишь 3 полета, из которых 2 завершились сегодня серьезными авариями. То есть не вернулся первый бустер, не добрался, так сказать, до нужной орбиты спутник АСТ Space Mobile. 3 попытки уже сделано. Из них 2 крупные неудачные, не считая сегодняшнего взрыва. Немножко о реакции владельцев, да. Джефф Безос, основатель Blue Origin, сказал, что это был очень тяжелый день. Мы восстановим все, что нужно восстановить, и вернемся к полетам. Оно того стоит. Но интересно то, что одним из первых, кто его поддержал, это был его главный конкурент Илон Маск. Он, кстати говоря, сам не раз наблюдал, как его ракеты превращаются в огненные шары. Поэтому он написал у себя в сети X, что это прискорбно видеть, и что разработка тяжелых носителей — это предельно сложный путь, а также выразил надежду, что компания быстро оправится от этого инцидента. Честно говоря, это редкий момент, когда корпоративные войны уступают место солидарности, тем, кто понимает, какой ценой достается каждый метр высоты. Администратор НАСА Джаред Айзекман, миллиардер, был более острог. Он написал, что космос не прощает ошибок. И тоже написал, что разработка ракет — это невероятно сложно. В общем, они полностью поддерживают расследование и обещают оценить влияние всего произошедшего на ближайшие миссии НАСА. И вот здесь я вам хочу в конце этой всей истории эффектной задать, остановиться. Не философский вопрос про то, какова цена прогресса, потому что вы это все слышали 100 раз. А хочу спросить про конкретные цифры, вашу мысль. То есть 4 попытки, 3 серьезные аварии. Уничтожена единственная стартовая площадка. И это происходит ровно через сутки после того, как НАСА доверила этой компании огромную лунную программу стоимостью $188 миллионов. И вот тут возникает вопрос. Когда же именно серия неудач перестает быть нормальной частью разработки и начинают уже говорить о чем-то более системном? Есть ли предел, после которого мы учимся, уже звучит как оправдание? Как вы думаете? Пишите в комментариях, потому что мне правда интересно, где вы проводите эту границу. Всем хорошего дня, вечера или утра. До следующих выпусков и пока.